Вам знаком данный звук? Ладно. А этот? Тоже нет? Ну тогда давайте включим экран и посмотрим заново. И такое бывает. Ну а чтобы больше сомнений не появлялось, то вот Иннокентий, которого должны знать почти все. Иннокентий, вам нравится ваш будущий прикид? Это пиздец. Ну и как я мог забыть про самый сладкий режим с тортами? Сюда! В каждой мини-игре есть то, чего нам не хватает сейчас. Сратости, простоты, ностальгии. А еще Windows 7 не хватает, конечно. Нет, иди нахуй. И сегодня, в данном видеообзоре, мы разберемся, что же такого интересного было в Pure Ball Plays, для чего была создана игра, проведем анализ сравнения с нынешними играми и поставим объективную оценку. Ну и ответим на самый главный вопрос. За сколько лет прошел бы Иван Золо легкий режим? Найди пару. У меня нет имени. О, это кто такие? О, пацаны. Если все готовы, тогда поехали. Блять, куда вы поехали? Глава 1. База. В данной главе я почитаю расскажу интересную информацию о разработчиках Pure Ball Plays. Компания называлась Oberon Media. Дата основания 2003 год. США. Они занимались в основном мультиплатформенными казуальными играми и особенно онлайновыми играми для социальных сетей. В целом похуй, единственное, что интересно, так это партнерство с Microsoft. Но мы все понимаем, кто это. PIDA и Electronic Arts. Это те, которые ну и еще большие расы. Именно поэтому мы можем увидеть в играх Oberon Media растения против зомби и World of Goo. Но на этом нормальные игры заканчиваются. В основном они создавали головоломки. Всякие 3 в ряд, найти определенные предметы и кликнуть на них. А одна игра из самых оцененных — это гонка, но не простая, а хомячья, и называется Hamster Ball. И я вас обманул, это тоже головоломка. Наебал. А если вы вдруг хотите спортивную игру, то вот вам футбольный пасьянс. А в чем смысл, если там все вольты и долбятся они в туза? Футбольчик, мальчики походят на качков. Если так посмотреть, то игры в принципе неплохи для тех лет и тех устройств. В 2013 году Oberon Media были куплены iWin Inc. А что это за компания? Давайте взглянем. Они по сей день выпускают шедевральные игры, которые нахуй никому не нужны. А эти видеоролики просто рай для глаз и ушей. Захотелось поиграть в 25-м-то году? Сейчас будет еще интереснее. Мы прочитаем их описание, но уже другой игры. Погрузитесь в новый сезон словесных головоломок Love Letters First Bloom, новейшим творением от известного разработчика популярной серии Twistingo и Juho The Season of Joy. Добро пожаловать в Love Letters First Bloom, уникальную игру-головоломку, которая сочетается сложность составления слов и умиротворение цветущего весеннего сада. Каждое слово, которое вы находите, расцветает, как первые цветы сезона, наполняя ваш сад яркими красками и жизненной силой. Это ваше безмятежное убежище, где вы можете расслабиться, сделать глубокий вдох и позволить своему разуму блуждать по живописному слову Блять, саду слов. Ваш личный сад слов ждет вас такой же свежий и бодрящий, как весеннее утро. Особенности. Сосали. Думаю, к ним монтажером устроиться. Надеюсь, они белого гетеросексуала, попрошу заметить, без синдрома возьмут. Конечно, нет. Глава 2. Поиски игры.
Данной главы могло бы и не быть, но долбоебы выпилили из 10-й винды Pure Ball Plays. Поэтому я начал поиски в интернете и нашел Pure Ball Plays IO. Думал, что онлайн-версию сделали, но суки на РКН либо на американцах блокируют доступ. Поэтому через специальную штучку на 3 буквы заходим, нажимаем Play Now и ждем загрузку. Тут же вспомнилась эта детская забава, где ты курсором пытаешься ускорить передвижение ползунка. Никогда в это не верил. Ебать! Сработало! Но оказалось, меня жестко кинули. И вместо Pure Ball Plays я получил кошку на лошади. Я решил дать шанс игре, раз уж время потратил. Оказалось, это игра для тренировки внимательности и быстрого анализа ситуации. И в целом параша. Возможно, Simple тренировался в этой игрушке. На ёбаный тайминг, блядь! Попробовал поискать в Стиме. И тут был прогресс. Наткнулся на Roфла гайд по достижениям в Pure Ball Plays. И тут же ссылка на игру. Но перейдем к ней попозже. Сначала зайдем в сообщество и посмотрим на фотки целевой аудитории данной игры. Вон, даже Моргенштерн рубится, иностранный агент на территории РФ. Надеюсь, он пудру по назначению использует, а не нюхает ее. Все это, конечно, забавно, но, к сожалению, мало. Так и еще игра не оригинальная. Это похоже на ремастер. Ремастер — это улучшенная оригинальная игра, адаптированная для современных платформ. Изменения могут быть несущественными. Поддержка высоких разрешений, адаптированный интерфейс или довольно серьезными, переработанные механики и графика. Однако технически это все еще оригинальная игра. Блять, на монтаже я заметил, как сам себе противоречу, ведь ремастеры — это оригинал. Но я ищу старый Pure Ball Plays. Улучшения мне не нужны, хотя отзывы в основном положительные, но и остались адекватные люди, которые увидели подвох. Который продался почти в 100 тысяч копий и принес 124 тысячи долларов. Неплохо, может также что-нибудь переизобрести. Например, волк ловит яйца. В моей версии будет Фурибой в костюме волка будет ловить яйца. Ладно. Я не завидую этому разработчику. Я просто ненавижу эту тварь. Поэтому спонсировать Гондона я не буду. Да и в принципе даже Steam не хочет показывать эту игру, если вводить Pure Ball Plays. Так как все же это никчемная пародия, пускающая только пыль в глаза. Именно поэтому наш поиск продолжается. Привет, это монтажный на лаве. Чтоб вы понимали, он планирует в 2025 году выпустить еще и 3D часть. Я охуею, если он за нее рублей 200 потребует, еще и дополнение выкатит на скин необдолбанного чела. Меня что ли? Да ты закройся! На твою анимацию времени больше ушло, чем у этого Гондона на создание игры через нейронку. Так что сиди молчи, а мы пошли дальше искать оригинал. Нашел кое-что на ВК, а как вы знаете, тут всегда стабильно. Полная хуйня. Также увидел пост про хоррор по Pure Ball Plays, и могу сказать, что лучше не надо. Тем более 320 рублей это не стоит. Далее я в тупую вбил в поисковую строку Pure Ball Plays, скачать, и начал проверять разные файлы, которые предлагали мне поиграть именно в ту игру 2007 года, или по-зумерски 2К7! 2К7! И в основном было где-то от 9 ругающихся антивирусников до 24. Да, я всего 2 файла проверил, поэтому такой разброс. Но все же мне удалось скачать без вирусов именно тот Pure Ball Plays. И если ты тоже хочешь скачать и поиграть в нее, то тебя ждет мой телеграм-канал, где лежит тот самый файл. Ссылочка в описании, и переходи по QR-коду. Также можешь на Twitch подписаться, там стримчики проходят по игрушкам, и в Discord можешь заскочить. Там уведомления и АФК-чат. Самореклама закончилась, поэтому рассказываю, как, не заходя ко мне в ТГ, скачать игрушку. Вот ссылочка. Угадайте, как я ее нашел? Школьник на ютубе.
Почти. Девушка на ютубе 10 месяцев назад Gotify выкладывает видео, как скачать Purple Plates в 2025 году. И оно оказалось полезным. Поэтому, козлиный хвост, спасибо. А теперь обращаюсь к тебе, зритель. Если хочешь, можешь поддержать девушку своим просмотром и лайком. Она делает эдиты по Валоранту. Я парочку посмотрел и могу сказать, что по моему мнению, это полная хуйня. Не люблю Валорант. Глава 3. Ура! Игра! И первый режим, который мы разберем, это игрушка на запоминание, где нужно найти пару одинаковых карточек, что осложняется тем, что карточки расположены в случайном порядке, и тебя постоянно подгоняет время. Очень простая игра, но довольно весело в нее играть, особенно когда есть несколько специальных карт. Повар. Найдя пару, они открывают все карты тортов одного вида. Джокер. Открыв его и любую другую карточку, он самостоятельно откроет еще одну такого же вида. Часы. Добавит время к таймеру. Логично. Блендер перемешивает все карточки. На этом специальные карты закончились. Но особенность одна осталась, а именно глаз бога. Активировав его, вам дозволено посмотреть на все карты. Взамен вы теряете глаз, который восстанавливается путем сбора карт с отметкой глаз. Но если долго не собирать, то метка исчезнет и появится чуть позже, уже на другой карточке. А также вы теряете драгоценное время. Сколько именно, можете посчитать сами, если вам делать нечего. Как по мне, глаз хоть и кажется полезным, но все индивидуально. Я мог успевать запомнить максимум 2-3 пары. И это в лучшем случае. Особенности закончились, поэтому поговорим о сложности. Всего есть 3 уровня. Новичок, поле 5 на 5 и легкий узор. Детка, ты выполнила задание на 5 с плюсом, ты меня зажгла, появилось очень сильное желание войти в тебя. Любитель, 6 на 6, узор посложнее. И профессионал, 8 на 8, узор невероятно сложный. Время в легком режиме отключено, в любительском дается 3 минуты 30 секунд, а профессионалам дают 3 минуты. Скорострелы. Кажется, не столь сложный режим. Да я такие игры за секунду прохожу. Но есть одна особенность. Количество прохождений. Для победы в любительском режиме нужно пройти 2 поля, а профессионалу 4. Сколько полей дается в любительском режиме, посчитайте сами. Я когда это заметил, уже был на 2-м поле и охуевал от осознания, что нужно будет еще 2 пройти. Спасибо, что хотя бы на каждое поле свое время дается. И да, я не осилил сложный режим, проиграв шаги от победы. Блять, быстрее, сука! Если кто-то думает, что это легко, то сами попробуйте. А потом отпишите в комментариях, где вы слились. И кстати, если вы используете эту функцию, то вы лох и 9-летний ребенок. После ожесточенной борьбы давайте перейдем на фабрику тортиков. Этот режим мне кажется самым популярным. На 2-м месте магазин одежды и потом собери пару. Это мое личное мнение, основанное на проведенных часах в профессиональном собирании тортиков. В данном режиме я без раздумий включил профессиональную сложность и пошел творить чудеса микроконтроля. Но специально для вас я проверил, чем отличаются сложности. Новичок имеет самые легкие рецепты, может ошибиться 3 раза, и для победы ему нужно сделать 5 тортов. Любитель. Вас я уже чуть больше уважаю, и игра тоже. Поэтому добавляет, кроме усложненных рецептов, еще и таймер для конвейера, который, правда, легко обойти, просто сдвиньте торт. Ну и теперь, если вы долго будете думать, то будут выезжать тряпочки под торт, которые не дадут сдвинуть торт назад. Слишком много тортов. И если их будет очень много, то вы проиграете, так как эта тряпочка считается за недоделанный торт. Профессионал. Также нужно сделать 5 тортов и допускается 3
ошибки. Профессионал имеет полное мое уважение, и для победы нужно сделать 6 тортиков. Здесь уже допускается 2 ошибки, и рецепты стали еще сложнее. Теперь трехэтажные торты создавать можно. Кстати, советую включать галочку по одному торту для уровня любитель и профессионал. Если не включить галочку, то на этих сложностях будет один и тот же рецепт. Ничего, блять, один и тот же торт хуярить, блять, вы чё, долбоёбы там? Не знаю, зачем так сделали. Может, это что-то типа ДМа в КС, а с галочкой это ММ. Покушав тортики, можно и приодеться. Как раз Иннокентий заждался. Ёбаный ты чурбан, блять, что с тобой? Данный режим оказался самым сложным для меня. Ничего, я не могу понять, верный цвет, верный предмет, все ничего неверное, блять. Но в то же время я ни хрена не ошибся. Это как? Не могу понять. Допустим. Так, типа глаза были правильными, да? Глаза правильные, глаза оставляем. Значит, так, идем. Еще что-то верное, блять. Он тоже что-то подбегнул, ё-моё. Так, если глаза были правильные, значит что-то из этого желтого неправильное. Тоже, точнее, тоже правильно. Допустим, рот. Давайте рот оставим. Блять, рот искал, оставим. Ведь в первом режиме нужна скорость и память. Во втором внимательность и скорость. А тут нужны мозги. Чтоб вы понимали, я сразу решил играть на профессиональной сложности. А это 5 предметов и 5 цветов. Я вообще не понял, что от меня хотят. Да я обучение скипнул. Только сейчас я понял, как работает второе число. Первое понятно, показывает, сколько предметов совпало на 100%. А второе означает количество неправильных предметов, имеющих правильный цвет. Сначала мозг у меня подвис, но все просто. Давайте на примере объясню. Допустим, я поставил синий рот. По факту он розовый, но нос у персонажа синий. Тогда второе значение будет равно единичке. Когда значения все по нулям, то значит, что нет ни одного совпадения. И у персонажа нет таких цветов в предметах. В общем и целом, легче самому освоить эту логическую задачку. Окей. Осталось угадать рот. Давайте проанализируем. Фиолетовый. Что из этого у нас сочетается? Это правильно. Раз, два. Раз, два. Фиолетовый рот. Да! Да! Сюда! Неважно, что так много. Неважно. Ну и раз я рассказал, как все тут работает, то переходим к описанию уровней сложности. Новичок. 3 предмета и 3 цвета. С повышением сложности увеличивается количество цветов и предметов на 1. У новичка, считайте, все за него игра делает, сама отмечает правильные предметы, да и проиграть нельзя. Любитель, тут уже проиграть можно. 7 попыток на отгадывание, и тут написано, вместо таблички с 2 значениями пишет, сколько предметов выбрано правильно. По-моему, это довольно тупой шаг от разработчиков, ведь это одно и то же, что и верный цвет, верный предмет. Ну а профессионал имеет больше вариантов Иннокентия, но в то же время у него полноценная табличка и 13 попыток отгадать. Мой рекорд на профессионале 6 догадок без единой подсказки. Попробуйте и вы, если не струсили. Футажа, как именно я получил рекорд, к сожалению, не оказалось, поэтому я просто покажу все мои рекорды, чтобы не быть голословным и пиздоболом. Глава 4. Подводим итоги. Purple Place — это не просто игра, это целая жизнь, в которой есть 3 режима. Purple Pairs — нужно собирать пары карточек. На профессионале сложное, но быстро надоедает. Самый непопулярный режим. Comfy Cakes — создание тортиков. На профессионале играбельно даже сейчас. Ностальгии бьет больше всего, поэтому самый популярный режим. Ну и еще он самый легкий. Перевет Casuality Purple Shop — подбор правильной комбинации. Или же подбор правильных составных частей Иннокентия.
Если ты начнешь сразу с профи, не разобравшись в механике подбора комбинаций, то застрянешь надолго. Как только поймешь суть, сможешь угадывать где-то в промежутке с 6 до 10 попыток. Режим по популярности на втором месте. Сама по себе игрушка в наше время не может составить конкуренцию полноценным играм. Именно поэтому мы делаем огромную скидку на возраст. Игрушка уже совершеннолетняя. Блять. А чтоб жизнь медом не казалась. Сука. Ну и нужно понимать, что Purple Place был сделан для детей и развития навыков Ивана Золо. Но сейчас дети уже с самого рождения взаимодействуют с телефонами, компьютерами, планшетами, где они играют в огромное количество говна, но в то же время получают долю развития. Если брать режим «Найди пару» как полезную игру, которая помогает развить быстроту мышления и память, то противовесом может выступить ебучий Бравл Старс, в котором можно запомнить, что делает тот или иной персонаж, куда лучше двигаться, как лучше уклониться. Все это обрабатывается мозгом ребенка, и он реально прокачивается в жизни. Но не думайте, что Purple Place хуже или лучше прокачивает мозги, чем Brawl Stars. Вам нужно понять, что головоломки, как и все остальные жанры игр, по большей части, это игры. И это не способ развития, это способ развлечения. Именно поэтому, если посадить одного ребенка играть в Purple Place, а другого в Brawl Stars, разница в их развитии не будет сильно колебаться. Лучше всего просто отдайте своего ребенка на завод. Возвращаемся к Purple Place. Давайте я выставлю самую неподкупную, объективную оценку. 3. А чё вы так на меня смотрите? Вы чё, хотели, чтоб я этому что-то выше 3 поставил? Вы посмотрите, какой сейчас год. Какие игры вышли. Технологии новые, всякие лучи заморские, искусственные интеллекты. И тут это. Как-никак оценку я ставлю на сегодняшний год. Ну вы посмотрите. Baldur's Gate 3, Cyberpunk, Atomic Hearts. Ну ладно, Stalker 2. Да, он лучше будет. Хотя, если выбирать смуту и Purple Place, то выбор однозначно не в пользу смуты. Говно оно и через 10 лет говном останется. Эта троечка твердая, заслуженная, но она для тех, кто вообще не видел и не играл в этот шедевр лет так 10 назад. А если взять ведро ностальгии и вспомнить, как ты на задрипанном ноуте зимой на заднем сиденье машины тайком сидишь и собираешь тортики, или как ты Иннокентия пытаешься собрать, не понимая, чё, куда жать, или как ты впервые осилил любительский режим «Собери пару». Да, было время, и тогда интернета не нужно было, потому что он был только у богатых. Да и скачать особо нечего. Скачать вирус себе закрою. На дисках игры в основном покупали. Я точно помню, у меня были приключения Кузи, несколько частей. Так что если вы из второй категории людей, которые предвзяты к игре, а не которых надо ебашить топором, то для вас оценка будет 6 из 10. Ну пацаны, куда вы меня уносите? Ну не может быть Purple Place 10 из 10. Я вам отвечаю. Другие фанаты еще меньше дают. Я ее скачал пару раз, открыл и все. Может через годик, 2. Еще пару раз открою, но это 6 максимум. Да ты себя еще больше закапываешь. Ладно. Дорогие зрители, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился видеоролик и вы меня спасете. Вот, кстати, комментарии из прошлого ролика. Ответить и накиньте на них сейчас, как видите, не может. Если не сложно, то помогите лайком и репостом. Может в школьную группу или в рабочий чат. Пусть тоже поностальгируют старики эти. Ты там не пизди! Ладно, всем пока. Иннокентий, надеюсь, выживет. Я обещаю, я вернусь! Ага, конечно. Поехали к речке и утопим. Давай, пизда тебе. Готифи. Блядь, думаю, мой ник тяжело читается на лаве. Хотя, блядь, какой тяжело.
Котлиный хвост, блядь. Godify. Готифай. Godify. Готифай. Godify. Готифай. Козлиный хвост. Ёбаный рот. Ну ладно. Godify. Что поделать, блядь.